Привет, YouTube! Скажите, а вы замечали, что многие блогеры в Instagram используют одинаковые приемы привлечения внимания? Иногда даже какие-то странные и не совсем понятные. Ну, например, в последнее время все постоянно выпрашивают реакцию на сторис любыми способами. Поставь, ну, как чайки. Вплоть до того, что пришли смайлик, если у тебя тоже вывалилась сиси из лифчика в общественном месте. И ты такой, не вывалилось, но опыт интересный. Поставлю огонь. Другим, как, например, Дава, написывают на черном фоне трагичные интригующие тексты. Типа «Такое узнал, пацаны! Так офигел! Люди такие твари, но сейчас ничего не скажу. Пройдите в зону ожидания». Написал и свалил из профиля. Ходи и ищи его у Бузовой или под забором очередного тикток-хауса. Ну а некоторые устраивают батлы против друг друга. Наспор бьют яйца лобешникам, бреют головы, едят какашки шиншиллы. Ну а что? Оп, и вторичная переработка. Ням-ням. Не ожидали? Я тоже. Аж подписаться захотелось. Ну, вдруг и за котом доест. Ну и, конечно же, все как один блогеры понаделают 3, 5, 10 почти одинаковых фоток, напихают в один пост и спрашивают: первая или вторая? Третья или четвертая? Выбери лучшую, хрен пойми зачем. Ну а ты что ты делаешь? Ты листаешь и выбираешь, ну, чтобы потом написать 100-й коммент с цифрой 1. И вы часто спрашиваете меня: Катя, а зачем все это блогерам нужно? И я, честно говоря, даже не знала, что вам ответить на это, ну, потому что я не инстаграм-блогер. Ну а потом я решила немножечко изучить этот вопрос и поняла, что все это обыкновенные уловки для повышение охватов, а следовательно и цены на рекламу. Причем этих уловок так много, и они такие нативные, что о некоторых мы даже и не догадываемся. И мне стало дико интересно, как это работает, поэтому решила попробовать. И если вы подписаны на мой Инстаграм, то недавно могли наблюдать там нетипичные для меня явления. В сторис я проводила игры, устраивала опросы, просила вас отправлять мне реакции и находить отличия на фото. И результатами этого мини-эксперимента я хочу поделиться с вами, а также рассказать о том, какими уловками и зачем пользуются блогеры в Инстаграм. И, друзья, я сразу хочу обозначить, это видео не несет никакого негатива, это никакое не разоблачение. В привлечении новой аудитории нет ничего плохого. Но просто согласитесь, очень интересно знать, как это все работает на самом деле. Поэтому, если вы прямо сейчас готовы заглянуть за кулисы Инстаграм, то обязательно поддержите это видео лайком. Напишите, пожалуйста, комментарий, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей. Ну а мы не будем затягивать и поехали! И начнем мы, наверное, с постов каруселей. Иначе говоря, постов, где блогеры публикуют кучу фоток. Оказывается, это не просто любовь к большому числу снимков. Каждый блогер просто обязан выкладывать посты карусели. И стыдно сказать, но я, честно говоря, об этом не знала. И вот буквально недавно выяснила для себя, что, оказывается, карусель работает на охваты. Принцип ее достаточно интересен. Если пользователь увидел в ленте такой пост и не поставил лайк, то Инстаграм покажет ему эту публикацию еще раз, но уже со вторым изображением из этой карусели. В Инстаграме можно выкладывать до 10 изображений в карусели, а это значит, что блогер с одним своим постом может появиться в вашей ленте 10 раз. Еще очень хорошо влияет на охват долистывание карусели до самого конца. И этого очень легко добиться. Достаточно невинно спросить у подписчиков, какое фото из двух ему нравится больше. И вот теперь вам известно, зачем это постоянно пишут. В этих же целях в посте зачастую размещают продолжение текста. Это дает куда лучший результат, чем продолжить историю в комментариях. Человек дольше задержится на посте, Инстаграм это обязательно считает. Ну а теперь пару уловок из сторис. Главная задача любого блогера – это, конечно, удержать внимание. Ну, чтобы сторис смотрели дольше, чтобы возвращались к предыдущим сторис. И первая, самая очевидная уловка – это текст. Ну, например, давайте вспомним из последних событий, сколько хейта обрушилось на Катю Диденко, когда она постила сторис под дверями реанимации, где пыталась спасти ее мужа. И скорбела тоже с подписями. Что же было не так с этой сторис? Почему все были недовольны? А все очень просто. Людей удивило, что Катя в такой эмоциональный момент не поленилась написать текст. И блогеры дублируют свои тексты сторис специально. Причем текст должен быть короткий, максимально завлекающий. Просто далеко не все подписчики слушают сторис со звуком. И, повторяя текстом основные тезисы, блогер повышает вероятность того, что подписчики включат звук или просто досмотрят сторис до конца. Точно по такому же принципу иногда блогеры выкладывают сторис, которые полностью состоят из текста. И далеко не все в наше время являются потребителями видеоконтента. Кто-то быстрее прочитает написанное, чем прослушает сказанное блогером. Блогер же в одном сторис может выразить больше мыслей, чем за 15 секунд времени. Да и такое полотнище будут читать дольше 15 секунд. А это плюс к удержанию. Запомните, это очень важная задержка экрана на сторис. Это когда вы зажимаете сторис, чтобы лучше ее разглядеть и держите. Задержку экрана умные алгоритмы соцсетей воспринимают как интерес к странице и начинают показывать данного блогера в топе историй, тем самым повышая интересный просмотр. Именно поэтому вы часто можете видеть сторис у блогеров, скрины длинных комментариев, переписки и тому подобные вещи с большим количеством буквок.
которые, конечно же, нужно прочитать, зажав экран для остановки сторис. Сюда же относятся различные игры и викторины, типа «Найди человека без маски». Висит картинка, и все разглядывают ее минуты 2. Друзья, ну а если вам нравятся яркие футболки, в которых я снимаюсь в своих видео, то переходите в мой телеграм-канал, который называется «Залез в Алиэкспресс». Там я делаю различные подборки, всегда публикую ссылки на вещи с Алика. Ссылочку оставляю, как обычно, под видео и на кофту, и на телеграм-канал. Жду вас, подписывайтесь. Ради удержания внимания на сторис блогеры готовы даже идти на безумство. Для этого существуют батлы. Это когда блогеры выполняют всякие сумасшедшие задания от подписчиков или, например, от друг друга. И все это что? Это обмен аудиторией. Это постоянное удержание в сторис. И именно это заставляет подписчиков следить за тобой целый день. И батлы были особо популярны, где-то год-полтора назад. И, наверное, один из самых громких батлов был у Митрошиной и Туси против Рейры и Даши Козловской, в котором Митрошина устроила танцы в купальнике на Красной площади. Только вот батл закончился административным штрафом у Митрошиной и интимным пирсингом у Рейры. И кого бы там подписчики не выбрали победителем, понятно, что Митрошина взяла главный приз. А именно бесплатные публикации во всех новостных СМИ аж дважды. А это куда больше потенциальной аудитории, чем у 3 блогеров из батла. И начинаться батлы могут вполне себе безобидно. Допустим, в качестве задания нужно купить какую-нибудь безделушку тысяч так за 30. Но с каждым следующим заданием градус бреда должен повышаться. Иначе как еще заставить подписчиков продолжать смотреть на это? Как вам, например, задание подмести пол и съесть все, что окажется в совке? Волосы, пыль, кишечная палочка. Блюдо дня. Но, друзья, это еще не все. Есть еще игра «Правда или действие». Вот, например, рассказывай про беременность или делай пирсинг на писе. Играли в эту игру? Что обычно выбирали? Рассказать какую-то историю или сделать задание? Вот среди блогеров нет осторожных скромняшек. Рассказы о себе уже никому не интересны. Поэтому все выбирают действия и опять творят неведомую дичь. Например, пьет чаек с червями. Хотя черви – это белок, все лучше, чем пыль с пола. Но и это еще не самое дно. Самая главная дичь начала твориться во время самоизоляции. Мы в своих квартирах умирали со скуки, а блогеры грустили от упавших охватов. В итоге все решили вспомнить про батлы, и понеслось. Кромсание дорогих сумочек, отрезание волос, ванны из доширака, майонеза, еще майонез и прочие непотребства. И тогда мое чувство испанского стыда достигло таких размеров, что я сняла про это отдельный ролик. Подсказка сейчас где-то вылетит, пожалуйста, кому интересно, посмотрите. И вы только представьте, насколько блогерам важно ваше внимание, как они готовы за него бороться и на что они готовы ради охватов и повышения ценников рекламы. Ну а для получения больших денег надо вложить маленькие деньги. И тут начинается раздача бабла. Возможно, вы помните, что прошлым летом всех охватила волна продуктивности и ранних подъемов в 5 утра. Блогеры раздавали деньги тем, кто первый заметит, что они не в сети в указанное время. И подобная система поощрений действует и сейчас на абсолютно разные темы. Например, блогеры предлагают получить деньги, если кто-то заметит на них красную одежду. Из той же серии найдите букву, вещь, стикер. Всего лишь 500 рублей, и весь день все твои подписчики следят за твоими сторис в надежде получить деньги. Некоторые повышают ставки сразу до 1000 или 5000 рублей. И, друзья, для блогера-миллионника это очень дешевый способ приковать к себе внимание и поднять охваты. Вы же не думали, что это благотворительность, да? Таким же образом дополнительно повышают охваты во время проведения гивов. Например, спонсоры гива выкладывают у себя в сторис смайлики. Те, кто верно посчитает количество, получат приз. И в этом случае вознаграждение за внимательность может доходить до 50 тысяч рублей. Вообще гивы, охваты и бабки идут рука об руку. Знаете, если звезда только-только ввязалась в скандал, о ней все говорят, то обязательно скоро будет гиф. И вот из последних таких, ярких примеров это Регина Тодоренко, которая сразу после срача на теме женского насилия тут же полезла в гиф. Туда же отнесем и мастеров монетизации собственных разводов. Например, Оксана Самойлова на волне хайпа в своем так называемом круге решила разыграть машину стоимостью от 7 миллионов рублей. По ее стопам пошла и Кристина Асмус. В то время как Гарик Харламов еще продолжал оправдываться, что развод это не последствия участия в шоу Coming Out, Кристина уже делала анонсы своего первого именного гива. Достанется ли вам приз, уже другой вопрос. И на моем канале есть видео про всю правду о гивах. Советую глянуть. Подсказка где-то сейчас вылетит. Но если батлы и деньги не прокатили, в ход идет грязная интрига. Кстати, это еще один излюбленный прием блогеров. И некоторые им так знатно злоупотребляют. Возьмем в пример парочку Бузова и Дава. У них даже манера подачи стала одинаковая вплоть до количества сторис и расстановки смайликов. Одну якобы похищают, и она не выходит на связь. Второй говорит о том, что его кто-то предал. Забросив удочку, они занимают выжидательную позицию, пока все их действия разлетаются по новостным каналам в Телеграм. Кто-то умело манипулирует любопытством
любопытством своей аудитории, и подписчики действительно ждут развязки, не пропуская ни одной сторис в надежде узнать, ну а что было дальше. Ну а дальше все как обычно. Я вернулся, мои хорошие, принес вам хрен с маслом. А еще, возможно, вы заметили, как многие блогеры начали выкладывать рецепты в сторис, даже если их блоги далеки от темы еды. А все потому, что это еще один элементарный способ поднять охваты и побудить вас досмотреть сторис. Если вас заинтересовало блюдо, вы посмотрите весь процесс приготовления до конца. А время, проведенное на сторис, Инстаграм тоже учитывает. Не пролистнули на следующую, значит, блогер вам интересен и его будут показывать чаще. Ну а там уже можно продолжать интригу. И, например, устроить дегустацию, заставив вас еще дольше задержаться на сторис этого блогера. И еще один важный факт. Для блогера важно, чтобы вы не только постоянно следили за его сторис и задерживались на них, но и перелистывали по второму кругу. Для этого есть игра «Найди 5 отличий», где из 2 выложенных подряд сторис вам нужно найти отличающиеся детали. И для того, чтобы проверить эту уловку, я провела свой личный эксперимент у себя в Инстаграме. И знаете, как оказалось, поставила личный рекорд по показам. Цифры в моей статистике просто зашкаливали. Просто вдумайтесь в показатели. Каждая из этих 2 сторис была просмотрена более 500 000 раз. И я даже не блогер-миллионник. Представьте, какие цифры получаются у них. Особенно учитывая, что некоторые блогеры разыгрывают деньги среди нашедших отличия. И, друзья, это не благотворительность, а просто здравый расчет. В таком случае показы сторис могут увеличиться сразу в десятки раз. Очень важно вернуть вас назад на предыдущую сторис. Создать впечатление, что вы пропустили что-то очень важное. Вот, например, яркий пример. Блогер пишет: а вы заметили, что делал лев на прошлой сторис? Вы вернетесь и проверите. Гарантированно. В рамках своего эксперимента я сделала такой же прием. В итоге 1/5 посмотревших сторис вернулись назад, увеличив число показов сторис на 10%. И, конечно же, это далеко не все приемы, которые используют блогеры, для того, чтобы оставаться в топе вашей ленты сторис. Если я что-то пропустила, пожалуйста, напишите об этом в комментариях и расскажите о своем отношении к таким уловкам. Лично я еще встречала тему «нажми, чтобы обработать». Это когда блогер размещает фото, а за ним такое же, но с наложенным пресетом. И еще пару месяцев назад были популярны все различные расчлененки из кусочков фото с призывом «собери меня». Или быстро перемещающаяся фигура, вполне способная вызвать головокружение с надписью «поймай меня». И все это с призывом прислать результат в директ. Зачем директ? Все просто. Ничто так не сближает блогера, или его менеджера с аудиторией, как общение в директе. Такой вид взаимодействия алгоритмами ценится очень высоко. Поэтому перед блогерами стоит задача побуждать подписчиков проявлять как можно больше активности в профиле. И один из очень популярных сейчас видов такого взаимодействия – это призыв отправить реакцию. Обычно призыв отправить реакцию не несет абсолютно никакого смысла. Кто-то честно говорит, что упали охваты и просит поэтому отправить любую реакцию, а кто-то пытается создать интригу, выпрашивая реакции фразами: наберете 10 тысяч реакций на этом фото, покажу свои фотки 5 лет назад. Или вообще выкладывает вот такой трэш. Вчитайтесь в обещание и напишите: ждали бы или постеснялись? Таким же эффектом обладают и другие виды активности. Это плашки с эмодзи. То же самое наклейки с вопросами, которые постоянно можно встретить чуть ли не у каждого блогера. И если вы вдруг не знали, то опросы – это тоже способ поднятия охватов, который часто используется. Обычно его можно увидеть в сторис из примерочной, когда блогеры просят помочь ему выбрать лук, или просто спрашивают мнение о той или иной вещи. Иногда это растягивается сразу на несколько сторис. Ведь тыкают на кнопки и даже не задумываются, что таким образом помогают блогеру продвигать контент. Можно еще устроить игру в «Правда или ложь». Ну а кто-то и вовсе устраивает виртуальную реальность. Просто филиал игры Sims в Инстаграме. Спасибо за флешбэк детства. Еще один очень часто встречаемый способ удержания в топе ленты – это прием с задержкой экрана через какой-либо интерактив. Вы зажимаете экран, у вас выпадает какой-либо вариант. Может быть, вы даже сделаете репост себе в сторис с отметкой блогера. Профит. Еще одна неустаревающая классика – это, конечно же, лайк-тайм в постах. Способ должен взрывать охваты, увеличивая статистику не только у самого блогера, но и у всех участвующих. Ведь принцип лайк-тайма – это взаимные лайки друг другу. Благодаря такой простой, но немного затратной по времени процедуре, пост может зайти в топ или рекомендованные. Тогда на него обратят внимание те, кто не подписан, и можно попробовать увеличить число подписчиков. Плюс у тех, кто уже подписан, пост будет отображаться выше в ленте. И результаты таких манипуляций настолько заметны в статистике, что маленькие блогеры создают в Телеграме чаты активности, где просят друг друга ставить себе лайки и писать комментарии. Большое число комментариев тоже очень положительно влияет на статистику. Поэтому блогеры ухищряются, чтобы вы оставляли их в огромных количествах. И для этого есть игра в стоп-слово. Суть в том, что под постом нужно оставлять комментарии. Иногда еще отмечать своих друзей, что обычно всех очень раздражает. И ждать, что придет блогер, напишет «стоп»
и последнему комментатору отправит деньги. Люди верят и надеются выиграть деньги. Блогер доволен, количество комментариев под такими постами вырастает в разы, что опять же дает шансы на попадание поста в топ и рекомендации. И это все была лишь малая толика уловок блогеров. Как вы, наверное, понимаете, взять и перечислить все способы просто невозможно. Поэтому прямо сейчас напишите, пожалуйста, в комментариях, о чем вы знали, а о чем даже не догадывались. И я, как блогер, прекрасно понимаю, как важна активность аудитории. Ну, например, мне для того, чтобы мое видео вышло в топ здесь на YouTube, очень нужны ваши лайки и комментарии. И я всегда вам благодарна за поддержку моих роликов. И прямо сейчас я хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что вы участвовали в моем эксперименте в Instagram. И знаете, друзья, я считаю, что это правильно. Поддерживать блогеров, которые вам интересны. Если вы любите своего блогера, если вы хотите, чтобы его статистика росла, увеличивалась, чтобы к нему присоединялась новая аудитория, то обязательно участвуйте в различных активностях. Пишите комментарии под постами, отправляйте реакции на сторис и пишите в директ. Но всегда есть но. Мне кажется, что не надо опускаться до откровенной дичи, на вроде поливания майонеза на голову или поедания мусора с пола. Это не стоит никаких лайков и охватов. Ну что ж, на этом сегодня все. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами прощаемся совсем ненадолго, буквально до следующего видео. Пока-пока.